coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Тани Бани. Сразу приступаем к делу. Предыдущие серии гляньте, если вы новенькие, начали смотреть с этой серии. А мы продолжаем. Я просто очень хочу продолжить, потому что уж мне очень нравится игра. Я хочу еще играть. Один старый чудило рассказал, что мы можем призвать настоящего духа, если нарушим один строжайший запрет предков. Черт, а я ведь сразу просек, что он ёбнутый. Всего-то надо было пойти за гаражи глубокой ночью. Постучать в самый-самый черный, мать его. Так, мол, явится эта черная параша и всех детей заберет в лучший из миров. Охереть не встать. Угу. Еще как мне охренеть не встать. Вот мы по приколу и клюнули. В Нарнию захотели, блин. Получается, они виновники? Черный гараж, он точно... Значит, они зверей освободили, что ли? Типа они освободили вот этих вот зверей, которые в гараже сидят. Там Лису, Алису и всех остальных вместе с хозяином, что ли? Или как? Бяша обхватил голову руками и протяжно замычал. А когда Бяша тест на пацана проходил, то должен был в этот гараж постучать. Но эта хитрая морда просто туда заглянул. И правильно сделал. Он от ужаса тогда так заорал, что слезы брызнули. Отвечаю, я такой истерики отродясь не видел. Как ни странно, но мы уже тоже видели этот гараж и даже постучали в него, еще хуже сделали. Явно там не обещанная райская куща была. С тех пор черный гараж по нашим закоулкам шарится и нормальных пацанов жрет. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Вольтрон. Так, Вольтрон, что у нас? Вольтрон, аниме-сериал про 5 подростков, пилотирующих роботов, которые объединяются в одного мегаробота, которые объединяются в одного мегаробота для защиты вселенной от зла. В России сериал демонстрировался в 90-х годах по телеканалу 2х2, ну или 2+2. Неожиданно отошедший от шока Бяша промямлил. Да-да. В Вольтроне их 5 было. Это да. Нас не 5. Ну, считай, мы покалеченный Вольтрон. Вольтрон инвалид. Он кивнул мне совсем по-взрослому, а его глаза были полны тревоги и грусти. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Меня? Меня? Боятся? И хотя это не укладывается в голове, меня раздобрило их отношение, и я тут же согласился. Я шел за Ромкой и Бяшей по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали картинно, будто герои какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель кампании. Мы затаились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на входящий из
раздевалки мальчиков. Глядя на выходящих из раздевалки мальчиков. Что? Наконец Бяша ткнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! Ромка опасно заулыбался и кивнул прокуренным голосом. Стой на стреме, и если кто из училок объявится, дай знать. Ну и ну. Теперь мы местная ОПГ? Гляди в 4 глаза. Бля, мы теперь понятно, мы теперь местная ОПГ. Мы ввязались в местную ОПГ. Давай, давай. Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. Ничего я не должен. Ты чё, не понял? В закутке позади Ромка переговорился с пятиклассником. Переговаривался с пятиклассником. Может, тебя на счетчик поставить, а? Ушлепок майонезный. Мальчик едва не хныкал, что-то доказывая. Но Ромка гнул свою линию, забористо бронясь, а Бяша лишь изредка подгавкивал. Ушлепок. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай. Повезло. Товарищи вышли из закутка. Я ничего не... Так, они что-то стащили. Да, все хорошо. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Ого, полароид. Он твой? Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Теперь мой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Но, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Но парня было жалко, но все плохие мысли растворились при взгляде на желанную камеру. Живо представил, как понравился бы Оле полароид, как я фотографировал бы сестру, маму, отца. Образы неспешно проступают на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полину тоже щелкнул бы. Тогда у меня была бы ее фотография. Хранилась бы в ящике под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Ромка смерил меня взглядом и снова стал тем Ромкой, с которым я столкнулся вчера. Коварным и насмешливым вожаком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Ай, хитрёга. И чё он хочет? Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Yes. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Я посмотрел на полароид. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Бяша приснул в кулак. Чаром. Снимем с нашего Антошки последние штаны. Я тебе что, пидор с пацанов штаны снимать? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? Да. У тебя хоть бабки есть? А вот на что играть-то? Ну, у нас бабок нет. Только коллект. Свети карманы, Тосик. Нормально. Местно. Я медленно
вывернул содержимое брюк в слабой надежде наскребсти хотя бы какой-то мелочи на завтрак. В кармане что-то зашуршало. Я вынул из штанов тот самый выкладыш с Мерседесом, что получил благодаря Алисе. Видимо, я машинально сунул его туда, когда он вылетел из рюкзака со всеми тетрадями. А на вкладыши играете? У Бяши округлились глаза, стоило поднести карточку с машины поближе, а вот Ромка даже бровью не повел. Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за... Да жвачки это рубль цена, а в полароиде кассета еще целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес-Бенц, на! Его-то нам и не хватало, Ромыч! Фу, блин. Ромка сплюнул под ноги и отвесил Бяше подзатыльник. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Как я и подозревал, такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера. Жвачки турбо. Ничего нет? Ну пока что ничего. Ага, значит, появился интерес. Так во что будем играть? Подкидного! В ножички? Ой. Они прям красиво смотрятся. Я не заметил, как в руках Бяши появилась засиленная и наверняка крапленая колода карт, а Ромка прямо перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по их правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень-ножницы. Не, это слишком. Нет, они не согласятся, это глупо. Хотя это чистый рандом, тут никак нельзя соврать. И это прям чисто на удачу. О, а ты у нас любишь рисковать. Ну да, а чё, это хотя бы Ну что, мой полароид против твоего Мерса? нормально. Во, это лучший вариант. А то они могут легко карты подтасовать там в колоде. Они же ведь УПГ, блин. Они бандиты, им пофигу на честь. По рукам. Такс. Ой-ой-ой. Камень, ножницы или бумага. Так. Ну, давайте думать, что камень, ножницы, бумага. Давайте... Давай. Ладно, давай. Эники, беники, еле... Давайте, камень. Попробуем камень. О! Ромка и Бяша радостно заулюлюкали, когда я проиграл. Красава, Ромка! Под орех тосик разделал на... Как бы не было грустно, по итогу остается по итогу остаться ни с чем, я протянул вкладыш ребятам. Папа всегда говорил, что карточный долг — это святое. Тут у нас вовсе и не карты. Ромка сложил. Чё, Тошик, приуныл? Ладно, давай как другу дам шанс отыграться. Играем, скажем, до 3 побед. Ну ты, Ромыч, щедрый тип! Дружки вновь гиенисто засмеялись. Но Ромка тут же серьезно поднял кулак. Он явно хотел продолжить. Так, если так, может попробовать, давай ножницы. Повезет? Давайте ножницы. Победа. О, есть. Такс. Бумагу или камень опять? Не знаю, победим или нет. Камень. Может попробовать опять? Давай попробуем. Или опять камень. О, ровненько. Держимся. Так, либо бумагу, либо ножницы. Попробуем ножницы. Может, он сейчас попадется. О, поровну, нормально. Так, теперь ножницы. Камень может попробовать. Или он опять сделает... Блин. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давайте попробуем бумагу, может.
Давайте попробуем. О! Так, один. Проиграю. Ножницы. Камень давай. О! Нормально. Есть. И теперь шанс тут только один. Если я проиграю, то проиграю. Может попробовать все-таки бумагу или ножницы? Или он камень опять вывесит мне камень? Давай. О, победа! До 3 побед. Победа! Я с подозрением взглянул на оппонента. Ну, я выиграл? Или теперь мне нужно еще и Бяшу обыграть? Обыграть? Ромка что-то буркнул под нос. Мне показалось, что он откажется выполнить условия и пошлет меня куда подальше. Эй, Ромыч, все по чесноку, на. Знаете, что я сделаю? А вот что. Я сохранюсь. Все-таки это видео в любом случае выйдет. Из-за этого я не буду волноваться. Давай дальше. Ну, это верно, все по чесноку. Ромка неохотно сдался. О, счастливчик. Достижение. Нормально победил. Везучий ты, сука. Держи. Не зря нас либо... Ну, мы тот же везунчик. Мы пережили встречу с черным гаражом. И не Только писюн свой не фоткай. Я взвесил на ладонях... я взвесил на ладони полароид. И понял, что усмехаюсь, как настоящий победитель. Ну а чё, победа! Еще одна вещь к нам в копилку. У нас и перстень, и фотоаппарат. Неплохой день на сегодня. 7 дней миновало с того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд все осталось так же. Давайте там еще. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои колючеватые лапы, а ветер ночами вметал белые флаги, а ветер ночами взметал белые флаги пороши. Родители приглушенно спорили в спальне, а я включал мультики погромче и подсаживался к Коле. Фотографии Вовы и Семена чернели на доске. Да и круглолицая Сенечка не вернулась домой. Но что-то все же поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карманы подаренным яблоком. Испарилась враждебность. Школа больше не пугала меня. А главное, чья-то тень проскользнула по стулу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльного и след простыл. От кого эта записка? Что мог скрывать в себе этот аккуратно вырванный и сложенный листок? Очередные угрозы и унижения? Или все-таки... Кажись, мне кажется, это Полина, мне кажется. Я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат. Ежевика. Внутри красивым почерком было выведено: «Жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один». Это Полина, ежевика, это она. Запах ежевики Полина. Опьяненный призывом, я тут же сорвался с места, то и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу
заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Вот. Как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Я поправил очки. Собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно меня осмотрела и пощелкала языком. Похож, Антоша. Э, На блюзовую импровизацию. Что? Я заморгал озадаченно. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня. Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я и не мог оторваться от ее улыбки. Легкой, как дуновение майского ветерка, и от глаз голубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина ахнула, нахмурилась, от чего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя. Эх, мне бы твои уши. Блин, кажись, я пропустил, извиняюсь. Блин, что-то тороплюсь. Пение дождя, леса. Получается, это все. А мне бы твои глаза. Я напрягся, тревожась, что она подтрунивает, но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. О, предсказательница, а ведь реально наш... Ой. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Понятно. Ну, она предсказательница. Как повезло ей угадать, что он художник. Тоша ведь реально художник. Мимо прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. Угу. С любителей потрындеть и посплетничать. Вот серьезно, это вот как ты ее... Катя, ты 100% подходишь к бабушкам. Иди к бабушкам на базар там именно, говори с ними и шушукайся. Тебе прям там будет очень хорошо. А Катька какая мелодия? Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Согласен. Знаешь, такой мерзкий дискант. Я захихикал, прикрыв рот. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно
покосилась через плечо, а потом лишь хмыкнула и ушла восвояси. Я же вспомнил про тетрадь, которую так и сжимала в руке. Провертел ее. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова «Только для друзей». Варваре кое-что оторвали. Блин, я же в предыдущей серии как раз ты говорил. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Мгм. Я соврал, что да. Эх, врон. Лгун. Ну, хотя соврал уже один раз полицейскому. Ну, хотя... Один раз соврал, дальше будет еще легче. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечение, конечно, девичье. Просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета, но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. И иногда чего-то большего, о чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мою? Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Полина хитро хихикнула. А хотя... Там же столько секретов. А ведь верно. Столько секретов. Любопытно. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица. Шелковистая прядь защекотала нос. Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом. Душистым, манящим, живым. Запомнить бы его, украсть. Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонациям лейтенанта Тихонова: Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Ой, это прям улыбка. Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Ой, боже мой, как это приятно. Только обещайте ничего не читать. Знаете, Здесь содержатся секретные сведения. честно говоря, если будет такая возможность, я не буду читать их, чтобы сохранить, типа, именно... Ну, если возможно, я не буду читать эту тетрадь вообще тогда. Специально. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Вот это ты резкий. Вот он. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи. Такой сливочный, почти призрачный, с тонкими ниточками вен под ней. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковороде масло. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Блин, ну где Алиса? Где Алиса? Подайте мне Алису, пожалуйста, на блюдечке. На уроке я достал тетрадь. С величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем,
Полистал, вчитываясь в чужие предпочтения. Изредка появлялась изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Шваринепер или Шваринетер. Буквы вылезли за рамки клеточек. Слово стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не «Черный плащ», а «Утиные истории». Ой, это приятная вещь. Ой, прям ностальгия. Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева «Кусака». Мне было не до него. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Cool Girl. Любимая музыка — Шуберт. Лучший друг — дедушка. Хобби — не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное — слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через головы одноклассников на Полину. Она сосредоточенно записывала за учителем. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Петров Антон. БВ. А точнее БА или как? Так. Шестой. Подожди, шестой вопрос-то где? В. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла молодая группа Кармен с крутыми танцорами в клипах. Так, это кто такой? Это кто такие? Кармен, советская и российская технопоп-группа начала и середины 90-х, была основана Богданом Титомиром и Сергеем Лемохом. Запомнилась экстравагантными танцами и музыкальной теме к мультфильму «Капитан Пронин». Запоминалась экстравагантными танцами и музыкальной теме к мультфильму «Капитан Пронин». Так, ладно. Надо запить, у меня язык заплетается. Я долго вспоминал любимую... Так, это все было, уже читал. Любимый праздник — это просто Новый год, естественно. Это правда. Хобби — рисование. Мечта, пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой, я не раздумывая начал остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук, закончил я сверху, присобачив сверху присобачил Человек-паук. Почему бы и нет? Ну зачем? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно. Потерять дорогого мне человека. Ой. Твой номер телефона. Никакого секрета. 30395. Любимый мультфильм. Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспомнил Алису, скользнувшую за стволами деревьев, задорно смеящуюся в темноте. Неделю я не видел ее и даже начал волноваться.
конце концов, именно она не дала меня на растерзание тому исполинскому монстру, что бродит по лесу в ночи. Как-то упомянул при Ромке и Бяше девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг. Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были 2 буквы, и я аккуратно вписал их в клеточки. Ты, повторил я, выныривая из школы. Ну блин, почему не Алиса? Ну ладно. Морозный бродящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце, похожее на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром, снег искрился, преломляя солнечные лучи. И я, зажмурившись, улыбнулся ослепительной белизне и от чего-то волшебного и зовущего в груди. Потому что в дружбе может таиться нечто большее. Я сживал улыбку и покраснел, как рак. Так, анекдот вспомнил. Бяша топтался в центре двора ботинками, нетерпеливо волозил по льду. Елозили по льду. Ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись тогда, на. Я прошерстил память и выдал первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. На. Ясно, Петросян. Ну а чё ты? Петросян нормальный. Петросян. Советский и российский стендап. Комик, именуемый в народе королем юмористических ремейков и бородатых анекдотов. Ну, идем. И, не дожидаясь, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. А куда? Идем, на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово «дельце». За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. «Батю, позови, дельце есть». Бяша обернулся в облегающем капюшоне. Он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас втянут в что-то преступное, ноги предательски затряслись. Ой, боже. Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов, захлопывающий дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям. А мама и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял широко, раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спиной. Ну а вот что же он все-таки прячет за спиной и что они хотят, мы узнаем уже в следующей серии. Да, предательски, но, по моему мнению, это нормально. Нормальное место для того, чтобы закончить. И небольшую интригу сохранить, потому что до этого момента пока что никто не доходил. Я думаю. Жмите на колокольчик, на подписочку, чтобы поддержать канал. И о видео первыми узнавать. Пишите комментарии, ставьте лайк, если понравилось. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.